Эмили Кинг впервые пришла в Академию Лейквью в Сиэтле всего несколько недель назад вместе с родителями Наа и Ханной, которые работали до изнеможения, надеясь обеспечить дочери лучшее будущее. В классе английской литературы ее заметил профессор Уокер, консервативный воспитатель, гордившийся традициями школы и резче всех реагировавший на любой проявленный другими отличием. Во время одного урока, когда Эмили тихо помогала однокласснику Оливеру с переводом, учитель публично унизил ее, поставив под сомнение ее знания и происхождение. Эта сцена застала девочку и остальных учеников врасплох и оставила глубокое внутреннее смятение. Несмотря на унижение, Эмили не сломалась. За ее спокойной внешностью скрывалась привычка выживать и учиться в условиях постоянных перемещений. Она заметила, что к ней и другим детям из эмигрантских семей отношение у профессора складывалось предвзято, насмешки, систематическое обходительство при оценках и выборочная строгость. Эмили бережно собирала факты, старые заметки, публикации и свидетельства, все, что могло показать, что подобные случаи не единичны, а часть шаблона. На следующий день в академию приехали официальные гости: суперинтендант округа, члены школьного совета и журналистка Аманда Бейкер. Профессор Уокер готовил показательное занятие, рассчитывая укрепить свое положение. Эмили, подготовленная и решительная, выступила с анализом стихотворения, сначала на языке оригинала, затем в переводах, продемонстрировав необычную эрудицию и владение несколькими языками. Ее выступление привлекло внимание гостей и вызвало череду вопросов, в ходе которых в поле зрения администрации попали накопленные свидетельства. Записи, письма родителей и коллективные жалобы, которые указывали на системную дискриминацию и повторяющиеся случаи. Доктор Уолтер Брукс и члены комиссии внимательно изучили собранные материалы. Результатом стала немедленная приостановка профессора Уокера и начало официального расследования. Разоблачение открыло дверь для широкой проверки практик школы. Были выявлены и другие жалобы, некоторые преподаватели отстранены, дирекция пошла на реформы, введены новые политики по инклюзивности и обучению персонала. Журналистское освещение превратило историю Эмили в общественный резонанс. Однако сама она предпочла не искать славы, ей было важнее справедливость и изменения для будущих учеников. Последствия для семьи Эмили тоже оказались позитивными. Повышенный интерес к их небольшому делу дал возможность стабилизировать доходы, а для самой Эмили открылись стипендии и наставничество со стороны тех, кто поддержал ее талант. В новой школе в Сиэтле она нашла среду, где многоязычие ценили, а ученики объединялись в языковые клубы и проекты. Позже Эмили выступала на школьных и общественных мероприятиях, пропагандируя идею, что предвзятость процветает в молчании, а защита достоинства требует действий и солидарности. История закончилась не сценой мести, а системной перестройкой. Наказание за оскорбление оказалось следствием смелости одной ученицы, но настоящая перемена произошла благодаря объединению тех, кто документировал и поддерживал правду, от друзей и семей до членов школьного совета и журналистов. Эмили не стремилась стать героиней, она просто отказалась молчать, и это оказалось достаточно, чтобы заставить систему начать меняться. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.